Народ, всем привет! И прежде чем начать это видео, хотелось бы поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за вашу огромную поддержку. Если честно, я не думал, что такому количеству людей необходим этот проект, так поддерживает этот проект. Я думал, что там, может быть, там десятка, 2-3 человека наберется, но это сотни людей. И вы завалили меня словами благодарности, спасибо вам огромное. И теперь я уже точно не могу слиться. И прежде чем начать выпуск, я хотел бы рекомендовать нашего спонсора, компания Juwelier Room. Многие меня спрашивали, где я покупаю расходники для своего производства, где я брал во время пандемии там пилочки, тигеля. Компания Juwelier Room доставляет все четко, вовремя. И главное, они вам отправят в любую точку России и СНГ. Компания Juwelier Room. Ссылочки в описании. Рекомендую. А мы погнали дальше. И прежде чем идти дальше, мы должны подбить итоги, что у нас сейчас на данном этапе есть. Если честно, конечно, мы недалеко ушли, и, соответственно, небольшая сумма денег и небольшое количество металла у меня есть. Итак, погнали. Деньги. В прошлом выпуске у меня было 41 890 рублей. Я продал изложницу, Иман, привет, за 1500 рублей. Итого у меня 43 390 рублей. Серебра у меня 180,2 грамма. Вот, собственно говоря, весь мой багаж, чем я обладаю на данный момент. Ну и, конечно же, оборудование, о котором бы хотелось бы вам рассказать поподробнее. Но прежде чем сделать обзор на оборудование, которое появилось благодаря предыдущим сериям, хотелось бы понять цель этого проекта. Я хотел сделать продлить на полгода, сделать 500 000, сделать себе такую поблажку. И тут пишет один подписчик, не зря, кстати, к вам обратился, что это неправильно. Цель была 1 000 000 рублей. На момент последнего видео, 8 месяцев назад, перенеси свою цель на 8 месяцев, оставляем 1 000 000 рублей и вперед. Я подумал, действительно, а почему бы и нет? И подписчик прав. Почему я должен себе делать полегче, как-то снижать цель, упрощать? Нет, давайте по жести пойдем. Итак, 1 августа 1 000 000 рублей. Я считаю, что это отличная цель. Кстати, 1 августа у меня день рождения, поэтому я думаю, что будет это отличный подарок. А теперь посмотрим, какое оборудование у меня есть. Погнали. Итак, давайте вспомним, что у меня осталось с предыдущих серий, что мне получилось, что я приобрел. Итак, вальсы, которые многим ювелирам не дают покоя, действительно, они очень крутые, я сам это понимаю, действительно, это чудо, то, что я приобрел. Это можете посмотреть в предыдущих сериях. Это вот станочек для полировки, это вот горелка, которая паять, бормашинка Стронг, верой и правдой служит. Всякие деревяшки, финагели, вот, на которых я выпиливал. Это вот штучка, которую я приобрел в Juwelier Room. Для того, чтобы делать кольца, и мы их доделаем обязательно. Молотки с Леруа Мерлен, борики и так далее. Вот наковальня. Все, что вот за предыдущей серии я накопил. И вы это все видите на верстаке, который я приобрел на одной из площадок большой, знаете, не буду ее называть. Вот, за 4700 рублей. Бывает, встречаются и дешевле верстаки. Но вот я покупал, вот именно этот, мне вышел 4700 рублей. Дальше я приобрел лампу на строительном рынке за 350 рублей. И шнур, просто выключатель, 250 рублей. Все это смонтировал, и вот у меня получился вот такой вот верстак. Теперь будут съемки проходить на нем. А также я приобрел, сейчас я вам покажу, доску для пайки. Вот такую вот. Стоимостью 700 рублей. Почему доска? Все дело в том, что когда вы паяете на кирпиче, кирпич у вас забирает очень много тепла. Эта доска специальная для того, чтобы паять изделия. Вот, она пропускает буру, если вы будете бережно к ней относиться, она вам прослужит долго, верой и правдой. Можно вот так вот ее взять, распилить, или вот так вот, то есть если для цепей выкладывать. И у вас будет две доски, одну положите куда-нибудь, уберете, а на одной будете работать. Итак, вот все, что у меня сейчас есть.
С этим багажом я начинаю стартовать. Погнали дальше. Итак, поехали. Оборудование есть, металл есть, заказы тоже есть. Какой у меня план? Буду делать сейчас несколько сразу заказов. Первый заказ, это я буду делать кольца, которые я должен вот еще с предыдущих серий реализовать. Второе, я буду делать на продажу цепочку «Спаси и сохрани». Вот я купил восковки, минус 1000 рублей. И отдаю эти восковки в литейку, ну и, соответственно, часть металла. Цепочка примерно будет весом 120 грамм, 60 сантиметров. Она будет на продажу, кстати, кто захочет приобрести, пожалуйста, она будет в свободной продаже. И третий, пришел заказ с Южно-Сахалинска. Значит, Роман для Валерии хочет сделать цепочку, подарок на Новый год из золота. Это Бисмарк, кстати, причем желтого золота. Бисмарк весом 15 грамм, 42 сантиметра длиной. Итак, в этой серии я начну делать эти 3 заказа. Что с того получится, что я успею сделать, я вам все подробно покажу. Пока я жду металл золота, кстати, мне скинули аванс 37 тысяч рублей за эту цепочку. В конце этой серии я подведу все итоги, будут расходы, будут прибыль и так далее. Так вот, я отдал в литейку, жду отлитые звенья. Второе, я заказал металл, сейчас приобрету металл из вот часть денег, которые мне аванс скинули, плюс у меня еще было золото, и немножечко я заказал чистоты для того, чтобы сделать золотой припой. И как я буду его делать, я вам все покажу. Быстрый припой, вам очень этот способ понравится. Тем более для ремонта и для желтого золота вам пригодится. Ну и третье, естественно, мы сейчас займемся изготовлением колец с метеоритом. Итак, давайте приступим. Я положил серебро, вот оно, это вот старые кольца. Здесь порядка 30 грамм. Изложница, помните, с предыдущей серии, вот она, классная такая. Итак, значит, я прогреваю сейчас хорошенечко изложницу. Далее плавлю металл. Ну, сейчас на ваших глазах мы все сделаем, все увидите. Изложницу прогрели, теперь будем плавить серебро. Плавил я серебро, вот такая вот заготовочка получилась отличная. Дальше сейчас мы будем ее прокатывать, а прежде чем прокатывать, нам необходимо отбелить. И для этих целей я приобрел в магазине золотоваров вот такую вот 2 банки. В одну я сделаю флюс, в другую я сделаю отбел. Сейчас я вам покажу там. Отбел делается очень просто. Мы берем вот обычную лимонную кислоту, продается в любом магазине. Высыпаем, ну примерно вот так вот. Не знаю, спрашивают сколько надо. Вот здесь в пакетике 50 грамм, ну давайте пол пакетика высыпем. И заливаем кипятком. И таким образом у нас получается отбел. То есть вот это вот у нас будет отбел, вот это будет флюс. И, кстати, нельзя смешивать, то есть вот если вы попадете, отбелом попадет во флюс, то флюс нужно менять, он перестает работать. Это важно помнить. Кладем нашу заготовочку на несколько минут. Сейчас полежит и начинаем прокатывать. И вот я как белый человек на своем верстаке, вальце, катаю заготовочку. Так вот мы получили вот такую вот заготовочку. Сейчас мы ее отожжем. Далее выровняем на наковальне и будем катать в плоскость, да? Чтобы у нас было заготовки именно под кольца. Итак, при помощи молотка и наковальни я выровнял нашу заготовку. Сейчас я ее прокатаю в плоскость, оставлю примерно где-то миллиметра 3 толщиной и включусь. Просто показывать дальше прокатку я не вижу смысла, потому что это однотипное, ну, вы, я думаю, что научились это делать. Итак, смотрите, моя заготовка вот готова. Здесь порядка 30 грамм, здесь, наверное, ну, на 2-3 кольца хватит. Я не буду всю эту заготовку сразу делать там несколько колец. Сейчас буду пробовать делать одно кольцо, ну, которое первое мне заказали. И посмотрим, что с этого получится. Я получил от вас кучу советов, как это сделать. Звонили ребята, да, более опытные, которые этим занимались. В общем, появилось ряд идей, и я сейчас хочу попробовать.
конечно же, сразу же начнется шквал вопросов, а как ты это реализуешь и так далее. Первая ошибка, которую подсказал один человек, это то, что на камнях нельзя, вот на кирпиче нельзя делать ретикуляцию. Смотрите, кирпич забирает сразу очень много тепла. То есть получается, вот эта часть у вас холодная, вот эта у вас часть горячая, и она начинает, ну, подпекаться. То есть, ну, внутри кристаллическая решетка, соответственно, она становится хрупкая. Второе, сказали, нужно охлаждать в спирт. Ну, то есть воду со спиртом чуть-чуть разбавить, и вот охлаждать будет более мягкий металл. Я попробовал вот сейчас, вот сделал заготовку, и сейчас начну эксперименты ровно с одним кольцом. Если это получается, естественно, я сейчас быстренько делаю все остальные и отдаю заказчикам, беру следующие заказы. Вместе с верстаком мне достался вот такой вот замечательный финагель. Видно, что он прошел такой огромный путь, побывал в руках, похоже, ни у одного ювелира. Вот, ну и послужит мне еще немного. Вот здесь немного воска, вот сбоку, вот сейчас я вам покажу. Так вот прикрепили для удобства. И вам тоже рекомендую, так тоже делаю. И смазали пилочку и начинаем пилить. Первое кольцо, которое будем делать, это Максиму Икажому. Я тебе обещал первым сделать. Это был первый красавчик. Я делаю диаметром 17,5. Я примерно прикинул, что это где-то заготовка должна быть длиной 6 сантиметров. Я сделаю чуть побольше, 6,5. Вот на линейке отмерил. Все спросят, почему 6 миллиметров? В интернете есть такая таблица. Вам, например, нужно диаметр 17,5 мм. Толщина заготовки в данном случае 2 мм. Я посчитал, что этого будет достаточно. Ну и, в принципе, подсказали ребята, что этого достаточно. Есть таблица, вы смотрите, какая толщина заготовки, какой диаметр. И по таблице вы можете понять, сколько вам сантиметров нужна вот сама длина заготовки. Чтобы вы, когда свернули, у вас получился четкий 17,5 миллиметров диаметр кольца. Начинаю греть заново. Будем сейчас экспериментировать, пробовать. Я уверен, что на этот раз точно все получится. На этот раз я спешить не буду. Я буду тщательно, хорошо прогревать нашу заготовочку. И вот у нас стоит вот эта тарелочка только с отбелом, больше здесь ничего нет. То есть я нагрел, отбелил, нагрел, отбелил. И таким образом я проделаю несколько раз. И потом сделаем ретикуляцию, посмотрим, что с этого получится. Итак, я экспериментировал достаточно приличное время, и вот что у меня получилось. Смотрите, видите, заготовка уже вот с этой стороны она гладкая, а с этой, потому что она лежала ровно, и когда она даже оплавлялась, ничего с ней не случилось. А вот эта часть, верхняя часть, она получилась такая вот пупырчатая, причем она такая как-то неоднородная. И сейчас я вам поближе покажу и начну ее попытаюсь гнуть, чтобы понять, смогу я сделать с него кольцо или нет. В общем, у меня получилась вот такая вот поверхность. Конечно, может быть, это не передается на телефон, вот смотрите. А с этой стороны, видите, она просто окислившаяся такая вот, но достаточно гладкая, чуть напильником пройтись. В общем, вот, я чуть-чуть ее подпалил, ну, то есть пора вот как там ретикулировал, не знаю, как правильно это называется слово. Ну, в общем, вот, чтобы не сжечь и чтобы была какая-то фактура. Фактура у нас есть, и я начинаю ее сгибать. Итак, вот начинаем мы сгибать кольцо наше. Так, попробуем. Вот, смотрите. Я ее согнул, она нигде не треснула. Так что я продолжаю в таком духе. И сейчас покажу, когда сформирую кольцо, покажу результат. Итак, что у нас получилось? Вот у нас получилось вот такое кольцо. Оно согнулось, ничего не треснуло. В чем причина на самом деле? Примерно плюс-минус так я и делал. Единственное, что, конечно же, я грел, как вы видели, на кирпиче. И как мне вот сказали, что кирпич очень много тепла забирает. Скорее всего, причина была в этом. И я еще хотел более фактурное сделать, более, ну, чтобы рельеф был больше. Но вот сейчас понял, что это не нужно, и, соответственно, вот давайте я лучше сделаю кольца,
Ну, попробуйте, вы тоже сделаете, я думаю, что у вас тоже так же получится. Итак, я свел фуги, ну, вот эти части кольца. Теперь, чтобы все было ровно и четенько, потому что у меня нет киянки, я металлическим молотком рихтовал. Но, по большому счету, этому кольцу, так как у нас здесь будет непонятный рельеф, это ничего не повредит. Я думаю, что даже вот это место спая потом молотком прям вот так вот как-нибудь отстучу, чтобы не было видно и чтобы оно так сливалось. Все свел, теперь паяем. Итак, мы запаяли, отбелили кольцо, одеваем на наш ригель и начинаем отстукивать молотком, выравнивать. Тем самым мы выравниваем внутренний диаметр. Вот. И придаем фактуру. Вот часть вот этой молотка, там вот уголочком где-то. Тем самым фактура становится более интересная. Ну вот, я не знаю, покажет ли вот таким вот образом он получается. Ну, мне очень начинает нравиться, честно скажу. Я понял, что ошибка моя была в том, что я хотел очень глубокие вот эти рытвины, а если бы я сделал бы умеренные, было бы все отлично. Ну, я думаю, что тот, кто заказывал эти кольца, всем очень понравится. И вот у меня кусочек метеорита, сюда вставлю, сделаю кастик и вставлю метеорит. И таким образом я проделаю все кольца, мне уже начинает, знаете, как когда начинаешь получаться, у тебя открывается второе дыхание, начинаешь делать, бегом. И так вот, шаг за шагом, мы доведем наше дело до конца. Чтобы поближе показать, вот примерно вот так вот выглядит это кольцо. Видите, вот место припоя я молотком подстучал, забил. То есть вот есть то место, которое вот ретикуляция, да, была, вот, которая вот, и молоточком я еще придал такую фактуру. Все будет офигенно. Теперь обрабатываем напильником с двух сторон, вот здесь вот с боков и изнутри. Далее вот таким полукруглым напильником мы обрабатываем поверхность изнутри, снимаем там все царапинки глубокие, выравниваем кольцо. И больше всего обратите внимание на место спайки. Запилил кольцо, и вот что получилось. С боков выровнял, изнутри выровнял. Теперь с боков и изнутри мы будем обрабатывать наждачкой на бормашинке. Мы берем бормашинку, вот намотали вот такой вот бор, намотали наждачную бумагу, зафиксировали ее полосочкой изоленты, чтобы она не разлеталась в разные стороны. И начинаем шлифовать изнутри кольцо. Проходимся тщательно, чтобы убрать все царапинки, рисочки. У меня замысел был такой, что снаружи мы делаем черненное, вот такое фактурное с метеоритом, а бока и внутренняя часть просто в идеал в зеркало выполирована. Посмотрим, вот и на этом контрасте, мне кажется, что это будут супер бомбовские кольца, и вам зайдут, очень понравится. Во всяком случае, те, кто заказали, кайфанут 100%. Ну, почему-то мне так кажется. И давайте я продемонстрирую, что из этого всего получилось. Итак, что мы имеем? Шлифованные бока, шлифованные внутри. И вот смотрите, какая поверхность у нас получилась. На самом деле камера не передает вот глубины, да, там поверхности. Ну и может быть еще свет такой. Но получается у нас внутри все вышлифовано, сбоку вышлифовано. Единственный момент я не учел. Но я считаю, что это тоже неплохо, потому что из-за того, что разные толщины, вот, то есть там прогрев, там ниже опустилось, выше опустилось, вот, получается вот неравномерно, видите, где-то шире, где-то уже, но все равно есть в этом своя фишка.
И сейчас мы сделаем кастик, припаяем, ставим метеорит, и колечко будет готово. Ну, останется только зачернить и выполировать изнутри. И, скорее всего, я сейчас сделаю все кольца, подготовлю, а потом буду просто их вставлять, разрежу камушки, и каждому буду подгонять, закрепить и так далее. Я думаю, что только за это можно поставить уже лайк. В общем, кольцо я пока отложил в сторону. Почему? Потому что сейчас придет слитья отливки. Откушу все литники, бракованные изделия, опять переплавлю и сразу буду гнать все кольца, которые я вот делал до этого. У меня все равно немножко осталось вот серебра, вот так вот. Но это хватит только на одно кольцо. Но сейчас пришел металл. Я решил, пока вот суть до дела, сделаю, покажу, как это делать бисмарк, за который я вам говорил, 42 сантиметра, 15 грамм. Вот я уже его сплавил. На видео сплавить я не вижу смысла. Я единственное, что покажу, как я считаю припой, как я его делаю. Вот, значит, и расчеты, обязательно же для вас расчеты. Значит, 0,65 на 1,7. Должно получиться 42 сантиметра, 15 грамм. Ну, плюс-минус там, я думаю, что ничего страшного. Итак, погнали. Значит, смотрите, купил я металл 21,94. Почему 21,94? Для того, чтобы сделать 15-граммовый бисмарк, нужно запас 30%. Я взял чуть побольше, для того, чтобы... Это желтый металл, он очень капризный и непонятно какой там, просто у меня не было возможности там лигатуры, ну в общем мы же с нуля начинаем, правильно, вот у нас нет никакой возможности, вот что нам продали, вот это, то есть цвет желтый, все, вот я сплавил, наверное, на видео видно. И купил еще вот такой вот небольшой кусочек, 1,1 грамма чистоты, 3 девятки. Это примерно 1,87 будет у нас граммов припоя. Мне этого вполне вот так вот с головой достаточно для того, чтобы запаять эту цепочку. У меня еще чуть останется. Итак, смотрим. Смотрите. У нас 1,1 грамма 999 пробы. В 585 пробе это 1,87 грамма. Как мы это делаем? 1,1 умножаем на 3 девятки, на 999 делить на 5,85. У вас получится 1,87. Лигатуры вам нужно добавить 0,77. Как я посчитал? 1,87 минус 1,1. Получается 0,77 грамм. То есть лигатура это вот медь, которая буду добавлять латунь. Делю пополам. Получается 0,38 серебра и 0,38 грамма латуни. Я сейчас все это отвешу. И дальше это все сплавляю. Сплавляю в такой очередности. Первое сплавляю чистоту, а потом добавляю медь и в конце добавляю латунь. Почему в конце латунь? Потому что выгорают вот цинк и так далее. Те как раз ингредиенты, которые понижают температуру плавления золота и благодаря которым становится золото припоем. Итак, давайте поехали, не будем терять время. Лигатурим и делаем припой. Вот я отмерил латунь, обычную проволоку взял латунную и серебро. Вот кусочек золота. Сейчас все это сплавим и получится у нас припой. Не стал я углубляться в процесс, как я катаю, тяну проволоку. Вот у меня вот есть фильера. Через нее протянул проволоку. Сейчас я тяну проволоку для припоя. Вот я выкатал и намотал на ригель золотую проволоку. Диаметр, повторюсь, проволоки 0,65, ригель 1,7. Где я взял ригель? Вообще без проблем. Взял медную проволоку, протянул. У меня стал ригель 1,7. И вот кусочками я намотал и теперь буду собирать. Значит, мне теперь нужно сделать разводку. Я взял скрепку, обычную большую канцелярскую скрепку. Вот так вот ее буквой Г загибаю. Вот смотрите, вот таким вот образом. И начинаю разводить, то есть просто подбираю. Если, например, как в моем случае, диаметр уже великоват, то слишком много сильно раскрывает, вот смотрите, вот так вот, да. Я возьму, сейчас секунду выкручу, и вот эту часть скрепочки подпилю чуть-чуть. И подберу именно тот момент, как мне нужно. Раскрою
И в следующем видео я покажу, как я собираю. Я надеюсь, что вы справитесь с таким моментом. Просто это нужно, сделайте больше заготовку. Конечно, на золоте тренироваться не надо. Сделайте в серебре больше заготовку. Потом просто проэкспериментируйте, собирается ли звенья. Если нет, подпилите там или увеличьте. В моем случае этого вполне достаточно. Просто я сейчас чуть-чуть подпилю. Вот, и раскрою пружинку. Чтобы время ваше не занимать, я спокойненько сейчас сделаю и уже покажу вам, как дальше, как я буду собирать. Пока раскрываю пружинку, вот, подобрал вот нужный размер, чуть-чуть подпилил, прям чуть-чуть, и все, и пошло. Вот, я уже попробовал, вот, собрал первое звенышко, потом покажу вам, как это все собирается элементарно. Хотел поделиться с вами такой мыслью. Вот в рамках этого проекта все-таки хотелось бы создать, итогом было бы круто создать, например, там, к 1 августа хотя бы 3-4 вида плетения, те, которые, именно придумать, да, создать, реализовать, показать, как это делается. Не важно, что я буду делать цепи, а вы, может, например, захотите свой бренд, там, колец, сделать, сережек и так далее, подвесы, не знаю. Но вам будет понятен путь, как это делать, да, вот, и вы по этому пути можете также пройти, это кому будет это интересно. А кто просто вот наблюдает, как развивается мой бренд, тоже вот, думаю, будет интересно. Что вы по этому поводу думаете в комментариях. Также, я думаю, во время этого пути найти тех людей, кто мне создаст сайт, там, в общем, вот прийти вот к такой истории, то есть, грубо говоря, 1 августа, полноценный классный сайт, несколько видов плетений, которые работают, то есть вот показать вот этот вот путь. Понятно, что прошить вот все это, все нюансы, все очень сложно рассказать в этом видео. За это время я не смогу каждый день выпускать, это просто вот такая жизнь. Вот, но максимально подробно постараюсь вам это сделать. Что вы думаете по этому поводу? Давайте го в комментариях, а я собираю. Итак, давайте я вам покажу, как я собираю цепочку Bismarck еще раз. Я, конечно, уже много раз это делал, показывал. В общем, смотрите. Вы берете, вот раскрыли пружинку и берете, вот так заводите первое, второе, стоп. Вывели хвостик, видите, вот примерно вот так вот, чтобы сбоку было. Проводите мысленно вот так вот линию и в эту сторону откусываете такое же расстояние. Кто-то подубил мои кусачки, к сожалению, видите, вот они плохо сходятся. Вот ребята взяли, что-то откусить под руку, попались мои кусачки. Поэтому берегите инструмент, прячьте подальше. Вот, извините, сейчас еще раз покажу. Смотрите, вот за центральную поддеваем. Вот так вот, видите, раз, оп, и сделали, сформировали звено, откусили. Вот, смотрите, видите. Вот таким вот образом у нас уже получились 3 звена. И полностью идем, раз, раз. И собираем нашу цепочку. Я продолжаю собирать, значит, нашу цепочку. И не буду вот более акцентировать, потому что, во-первых, это Bismarck. Миллион видео, кто собирает, как кто-то нарезает кусочками, потом собирает круглогубцами. То есть пружинки нарезает. На третью раз, два, то есть, да, получается, раз виток, 2 виток, откусили, раз виток, 2 виток, откусили. И вот такие пружинки потом садится и собирает, получается, то есть результат примерно один и тот же. Почему я собираю с пружинки? Потому что у меня, мне так быстрее получается. Это привычка, как вам удобно, так и собирайте. Самое главное, это то, что у вас получится. Итак, включимся тогда. Для вас это там секунда, а для меня это, не знаю, там 30-40 минут времени. И включимся, покажу вам, что у меня получилось. Ну что ж, я собрал цепочку. Смотрите, мне нужно 42 сантиметра, готовая, чтобы была цепочка. Я собрал ее 37 сантиметров. Сейчас я пропаяю, я сделал припой. Вот, вытянул проволоку из того, что у меня есть.
Вот, конечно, пришлось помучиться, потому что фильера на самом деле вообще инструмент решает все. И такой фильер оттянуть это просто одно мучение. Ну ничего, заработаем на нормальную фильеру. Цепочку я положил в флюс. Он, видите, покрылся кристалликами. Прежде чем паять, необходимо прогреть его, чтобы флюс стал жидким. Достаем нашу цепочку, выкладываем и начинаем паять. Ничего нового абсолютно. Точно так же, как вы паяете серебром там, или кто там латунь, медью там, ну то есть все то же самое абсолютно. Так что вперед, я чуть-чуть подсниму пайку золотой цепи, а так все пропаяю, уже увидим, когда будем обстригать усики лишние. Итак, цепочка пропаяна. Вот она вот так выглядит после пайки. Видите, остатки буры, все такое. Сейчас обкусывать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что сейчас покрыто тонким-тонким слоем флюса, который примерно как стекло. Когда вы будете обкусывать, вы сейчас будете ломать инструмент и тупить и так далее. Поэтому лучше взять, точнее не лучше, а обязательно взять отбел и опускаем до тех пор, пока это все не разъест остатки буры, ну вот этого окала и так далее, чтобы у вас получилась ровная красивая цепочка. Для этого мы немножечко подогреем, дальше приступим к обкуске. Как это обкусывать, сейчас я вам тоже продемонстрирую, покажу. Ну что ж, смотрите, я отбелил, промыл хорошо. Цепочка высохла, вот она получилась вот такая вот. Сейчас что мы делаем? Обкусываем усики. Сейчас я вам покажу насколько. И далее мы протягиваем через вальцы, запиливаем, быстренько изготавливаем ушки. И все. И цепочка готова. Возвращаемся к кольцам. Давайте, поехали. Приступаем к обкусыванию. Просто вот под корень скусываем усики наши. Чтобы получилось вот так вот, видите? И так мы проходим всю цепочку. И после того, как я обкушу все усики, я вам включусь, покажу, что с этого получилось. Обкусил я цепочку. Если вы можете заметить, она таким винтом. И сейчас с одной стороны медную проволочку, с другой стороны медную проволочку и протяну через вальцы и выровняем цепочку. И после запиливать. Вот так выровняли цепочку и теперь запиливаем. Теперь, значит, укладываем на наш импровизированный такой финагель. Просто сделал из доски, чтобы главное, чтобы была ровная поверхность. И запиливаем. Значит, снимаем вот эту верхнюю часть. Берем вот так вот, сначала снимаем. Потом немножечко вот сбоку, вот так вот проходимся. И все, наша цепочка будет готова. Итак, что мы имеем? Значит, цепочка вот практически готова, все, она запилена, обработал ее наждачной бумагой. Я выпилил вот такие вот концевики, проволока для того, чтобы замок. И вот собрал замочек. Купил восковку, отлили, пока я там делал, все, я собрал, получилось. Теперь я паяю сюда концевики. Каким образом? Беру на концевик вот сюда, с одной стороны и с другой стороны кладу припой. Потом при помощи круглогубцев пополам собираю, одеваю и напаиваю. Сейчас попробую вам показать поближе. Далее отмеряю нужную длину цепочки, цепляю замок и потом паяю второй концевик. Ну что ж, погнали.
Итак, я припаял концевики, замок. Вот так все это сейчас выглядит. Что теперь осталось? Теперь осталось шлифануть концевики, отполировать цепочку, и будет все окей. Вес я проверил, будто бы плюс-минус попадает. Если что, все равно потом шлифовать буду, сниму, и будет все хорошо. Теперь я сейчас убираю опять золото. Кстати, заведите, пожалуйста, себе, если вы работаете с драгметаллами, такое некое ведерко, там, где вы будете потом мыть руки, куда все это частички золота будут попадать, собирать. И поверьте, это очень ценный совет. И потом тщательно убирайте, после того, как вы меняете металлы, там золото на серебро, тщательно убирайте рабочее место, хорошо протрите, а салфетки не выбрасывайте, или чем вы протирали полотенце. Все так же собирайте. Потом в какой-то момент, когда вы сделаете аффинаж, точнее, обратитесь в компанию, вам сделают аффинаж, и вы получите приятный бонус, поверьте. А я побежал, сейчас быстренько все уберу и приступлю к изготовлению второго, третьего кольца. Чтобы к концу этой серии мы имели изготовленную цепочку и несколько колечек. И прежде чем убраться, я решил все-таки доделать эту цепочку полностью. Смотрите, обрабатываю концевики вот такой вот штучкой. Где я вижу какие-то огрешности, следы от напильника. Так что прохожу, подчищаю всю цепочку. Сейчас пройду. Дальше немножечко погалтую в бутылке. Или с содой потру, сейчас скорее всего с содой. И дальше буду полировать. Очень хорошо получилось. Я уверен, что заказчик будет доволен. И, соответственно, его супруга, которой он дарит, это замечательную цепочку. А теперь я сделаю еще 2 кольца. И потом в 3 кольца буду сразу вставлять камни. И сегодня к концу серии мы увидим 3 готовых кольца и золотую цепочку. Потом все вместе буду полировать, потому что это один и тот же процесс. И неважно, будет золото полироваться или серебро. Поэтому делаем кольца. Сейчас отпилю. Я уже разметил по 70 мм, 58 мм. Это на 20,5 размер и на 16,5 размер. В общем, я снимать это уже не буду. Потом покажу вам уже результат, готовые кольца. Наши 3 кольца готовы, полностью выполированы. Их, точнее, осталось только зачернить и отполировать. Но это никакого не имеет смысла до тех пор, пока мы не вставили метеорит. Есть пластинка метеорита, вот так вот она выглядит. Беру обычный лобзик, обычные пилочки и напилю нужные кусочки мне. Далее я выкатал вот такую вот квадратную проволочку, да. Заплющу ее и сделаю такую тоненькую пластиночку, из которой в дальнейшем сверну каст под каждый камень и напаяю на кольцо. В общем, план вот такой. Я действую. А чтобы понять, это метеорит или нет, вот смотрите, это магнит, это метеорит, смотрите, хоп, все магнитится, все в порядке, делаем дальше касты. Прокатик готов, берем теперь камушки и делаем касты. Каким образом? Каждый камушек мы просто обволакиваем, обертываем вот этой полосочкой. Я предварительно отжег эту, естественно, полосочку. И постоянно выгнули, примерили. Делайте под каждый камень свой кастик. Чтобы камень очень плотно входил. А дальше просто этот кастик мы припаяем на кольцо. И вуаля. Итак, я согнул вот такие вот кастики. Сейчас я их запаяю, сами кастики. И потом дальше буду припаивать к кольцам. Я решил так, если к большому кольцу я этот припаяю длинненький, средний этот я припаяю к среднему кольцу диаметру и самый маленький к маленькому. Примерно вот так это будет выглядеть. Сначала пропаиваем швы, а дальше мы эти касты припаиваем на шинку кольца. Припаивать надо аккуратно, чтобы не повредить нашу эту фактуру, чтобы не залить припоем. Поэтому дерзайте. Я припаял касты, вот это так выглядит.
Но не очень красиво, когда, видите, смотрит, слишком выступает. Что я сейчас делаю? Я беру теперь каждое кольцо, уже мы подгоняем, делаем прям вот как оно должно быть, обрабатываем полностью еще раз внутри и снаружи и выравниваем поверхность, вот эту часть коста, аккуратненько припиливаем. Я думаю, что я где-то в половину спилю и будет достаточно. Ну, буду смотреть, как вот, это тут нет таких, что должно быть правильно вот так. Далее мы берем потом посадочный вот такой вот бор. У меня он был еще с прошлых серий. И я потихонечку начинаю выбирать под камень. Выбираю аккуратно. Самое главное, хорошо отбелите кольцо. Очень хорошо. Вот там вот внутри как раз самое сложное, ну, бура остается. И вы можете посадить боры. Посадить, ну, в смысле затупить. Поэтому потихонечку выбирайте. Ну и я приступаю. Итак, смотрите. Вот я вставил все камни. Подготовлены. Видите, небольшие щели есть между камнем и металлом. Здесь. А вот здесь я уже задавил. То есть сейчас вот покажу вам поближе. Видите? Все, ну, прям плотно-плотно. Потом мы берем... Ну, я взял напильником и придавил вот эти части. Придавлю сейчас. И вот этих щелей не будет. И камень будет там очень надежно сидеть. На самом деле я вот вставил очень плотно-плотно. И вот он там сидит, никуда он теперь не денется. Сейчас еще поддавлю. Все. И теперь осталось что у нас? Осталось нам почернить кольца. Обработать их внутри, отполировать, снять эту чернь. И будет нам счастье. Будут готовые кольца. Сейчас я вот это вот давлю вот это колечко и вот это колечко. Вот я выбирал вот при помощи вот такого бора, точнее даже это как бы фреза, вот такая вот фреза, и вот им выбирал потихоньку посадочное место, там просто припой кое-где попал, и вот стали вот камушки. Так что и вам так вот рекомендую сделать, если вам это интересно, вот так вот. Сейчас я камни завальцую и будем чернить и дальше обрабатывать. Скоро будет все готово. Итак, все кольца готовы. Посмотрите, все камни закреплены. Теперь их нужно почернить. Смотрите, я чуть-чуть нагреваю каждое колечко горелкой. Прогреваем хорошенечко. Ну, их не нужно до красна нагревать. Главное, чтобы они были горячими, не чтобы припой не тек там все, да? А потом берем и наносим нашу серную мазь. Она растекается и получается, вот видите, оп, чернь. Так мы проделаем с каждым кольцом. Итак, смотрим. Вот это кольцо я немножечко обработал. Видите, вокруг камня убрал. Сам вот тут боковинки оставил черные, все черное. Внутри я все вышлифовал. Сейчас буду полировать. А вот эти кольца, вот они вот так вот получились после того, как зачернил. Тут можно делать все, что угодно. Можно наносить фактуру. Можно обработать, вот, например, вот такой вот штукой. Это будет тоже там другая поверхность. Ну, мне кажется, что они и так достаточно такие вот, смотрите. Ну, то, что я доволен результатом. Я получил то, что хотел. Видите, всякие наплывы, как... Вот это еще молотком добавил, когда отстукивал. И получилось вот прям как надо. Мне осталось только сейчас дошлифовать вот эти два колечка. Потом я также бормашинкой отполирую. Все, эти кольца готовы. 3 кольца. Далее я полирую вот эту цепочку. И заказ выполнен для этой серии. И подводим итоги. Ну что ж, все изделия готовы, которые я планировал сделать в этой серии. Вот цепочка, Bismarck. И вот 3 кольца. Вот так вот выглядят 3 кольца. Вот одно кольцо, самый большой размер. Среднее. И маленькая. Смотрите, какая поверхность получилась. Ну, как, собственно, я и хотел все сделать. И внутри все выполировано до блеска. И вот цепочка. Вес ее 15,56. И в конце, прежде чем закончить эту серию, хотелось бы подвести итоги денежные. Что у меня осталось?
Давайте сначала. 43 390 у меня было на начало этой серии. 37 тысяч рублей я получил аванс на изготовление вот этой золотой цепочки. Итого 80 390 рублей. Теперь расходы. Я приобрел верстак 4700 рублей, лампу 350 рублей, шнурок вот для того, чтобы подсоединить лампу 200 рублей. Доску для пайки 700 рублей, 2 баночки вот из зоомагазина за 350 рублей, кстати, рекомендую, очень отлично получилось, очень хорошо себя ведут, ничего не протекает и, ну, мне очень понравились, так что если найдете для себя вот такой вот вариант, пожалуйста, я рекомендую от себя. Также я приобрел золото, металл вот 21,94 на 54 850 рублей. И купил припоя, чуть частоты на припой на 4880 рублей. Также я приобрел восковки цепочки «Спаси и сохрани», которые я сейчас отдал в литье. И замок на 100 рублей, вот, который поставил на вот эту цепочку. Итого у меня сейчас в кассе 13 260 рублей. Теперь по металлу. Цепочка весила 15,56 грамм, это в золоте. Я сейчас перевесил остатки металла, у меня осталось 7,63 грамма. Соответственно, я уже могу принимать цепочки, это на переход, и мне осталось немножко припоя. Далее, серебро 180 грамм, вот эти, у меня было, вот эти кольца весят 23,5 грамма. Соответственно, с потерями примерно 25 грамм получается. И, соответственно, у меня остается 155 грамм в наличии. 150 грамм я отдал в литье, 5 грамм вот у меня сейчас есть здесь опилки и всякие кусочки. Выполнил в этой серии заказы для Максима Кожома. Макс, тебе спасибо. Вот это колечко твое. Пиши свой адрес в личку, я тебе обязательно вышлю. Мураду, также вот этот парень-ювелир, вот ему колечко сделал. И Сергей для Вики, 16,5 размер, заказывал колечко. Вот эти 3 заказа выполнены. Ну и, конечно же, золотая цепочка. Роман заказал для Валерии с наилучшими пожеланиями. Валерия, носите, кайфуйте от этой цепочки. Делал лично я, сделано с душой. Ну, когда в руки увидите, возьмете, увидите, что она идеально сделана, все хорошо с ней, так что не переживайте. Также хотелось бы сказать следующее, что, ребят, я принимаю заказы, именно могу сделать в рамках вот этого проекта «Ювелир с нуля», золото, серебро. Опять же, я не могу сделать все, какие вы там пожелаете, потому что у меня оборудование только собирается, копится. Я сейчас делаю больше упор на изготовление из того, что я сейчас умею, то, что я сейчас могу, чтобы показать вам, чтобы нарастить денежную массу. Поэтому, если у вас есть заказы, пишите, вот сейчас здесь должен появиться мой телефон, только пишите в WhatsApp, Viber, обсудим, я скажу, что я смогу сделать, что не смогу, и, соответственно, я приму от вас заказ и выполню в этой серии, передам вам привет. В следующей серии обязательно сделаю цепочку «Спаси и сохрани», постараюсь закончить все кольца, ну, как минимум, какую-то часть я точно обязательно сделаю. Ну, на этом я с вами прощаюсь, с вами Маргун Ювелир. Ну и по традиции, будьте чуточку добрее. Пока.